Я бы очень хотела представить очень интересную собеседницу Елена Выгнатюк, директор агентства международных знакомств Lifelines, психолог, коуч, дейтинг-эксперт. Итак, Елена Выгнатюк, добро пожаловать. Выгнатюк. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Елена. С праздником мы так распереживались, когда вас объявляли, и так спешим, мы же хотим, чтобы вот побольше пообщаться, аж даже немножко... Хотите обратиться уже к нам прямо сразу? Так, чуть-чуть, так что не обижайтесь на нас, да. Но у нас прямой эфир, так что такие казусы у нас возможны. Итак, как ваше настроение? Отлично. Вот это мне нравится, вот это празднично, красиво, замечательно. Елена, вот в ваших регалиях слово «коуч» — это для меня, я так уважаю деятельность людей, которые помогают другим стать лучше, ярче, увереннее в себе. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, что вы несете в мир? Начну, наверное, с самого начала. В этом году мы отмечаем наше агентство знакомств 10 лет. Юбилей у нас. То есть изначально я этим занималась, и, в принципе, это началось, когда мне было 19. О, вот. Какая интересная деятельность, 19 лет. Да. Наверное, подружки собрались, сказали: Ленка, помоги нам, да? Найти свою вторую половинку. Да, вот, а теперь уже и... Параллельно я освоила профессию психолога, коуча, потому что в нашей работе необходимо применять эти знания. Да. У нас не получается так, когда пришел человек, дал заказ, ему выдали то, что надо, там, не знаю, шоколадку или булочку спекли по схеме. Вот. Здесь работа идет с людьми, с человеческими отношениями, поэтому важно, во-первых, выявлять настоящие потребности клиента, когда он приходит, понять, какую действительно девушку или какого мужчину нужно подобрать клиентке, да. Так, чтобы все это удачно было. То есть, собственно, вот расскажите немножко еще пару слов о том, вот о вашей службе знакомств. Как вы помогаете соединять сердца? Технологию рассказать? Возможно, а почему бы и нет? Я думаю, что многим нашим телезрителям будет это интересно. Ну, смотрите, если говорить более детально, то и мужчина, и женщина, когда к нам приходят, они, во-первых, проходят консультацию подробную или с нашим менеджером-психологом, или со мной, и подробнее рассказывают, разговор обычно длительный бывает, рассказывают о том, почему пришли к нам, что было, что, может быть, не получалось в прошлых отношениях, какую женщину ищут, какая история семейная у этого конкретного человека была, потому что, как известно, да, мы очень сильно по образцу своей семьи выбираем что-то. Дальше начинается уже подбор партнеров, но в основном по таким критериям, как, ну, мужчины, конечно, всегда говорят про внешность, важно им это, вот. И плюс семейные ценности у каждого должны совпадать как-то, хотя бы там процентов на 80. Вот. И затем мы еще вот недавно начали использовать нумерологию, астрологию в нашей работе. Но мужчин как-то... Ну, я думаю, что помогает, но мужчины этому не очень доверяют, ему главное результат. Это ж мы такие, да. Да, а девочки вот очень интересуются. Знаете, вот насколько это важно сегодня помочь людям в поиске своей второй половинки? Я думаю, что это становится все более и более важным на сегодняшний день, потому что если раньше, например, часть браков создавались как-то вместе, было легче прожить, да, известно там из истории, вдвоем легче, чем одному, обеспечить себя, принести добычу, тут разделение, специализация труда, то сейчас, в то время, когда человек, каждый может жить независимо, но все равно актуализируется потребность иметь близкие отношения с другим человеком, доверие, любовь. Поэтому и при этом темп жизни очень сильно увеличился. И мужчины и женщины, которые к нам обращаются, часто говорят о том, что нет у них времени заниматься личной жизнью. Я вот обратился к вам, помогите, пожалуйста. И меня радует то, что уже начинают местные мужчины активнее обращаться к нам, если раньше в основном иностранцы были, то сейчас местные. И там как-то все быстрее раньше началось, чем у нас. Да. И вот если посмотреть статистику, тоже вот на конференциях, я бываю по нашей сфере, со всего мира приезжают люди, компании, рассказывают о том, что с каждым годом количество пользователей интернет-сайтов, даже знакомств растет все больше и больше. Ну и положительный исход всех этих встреч. Я почему-то, вот вы рассказываете, вспоминаю фильм «Служебный роман». Помните, там был такой момент, когда Лия Ахеджакова в качестве директора такого клуба знакомств помогала главной героине фильма найти свою вторую половинку. В этот момент бегает дедушка и говорит: а может меня устроить в группу помоложе? Она: куда, у вас же ревматизм, там же танцы. Да, я вот что хочу спросить. У нас время действительно немножечко другое, и вот ваша деятельность, мне кажется, она вечная, и она действительно помогает людям. А насколько вы в своей деятельности разбираете людей с более искренней
внутренними предпочтениями. Сейчас столько я не буду, я могу говорить напрямую в эфире, столько женщин, которые хотят, может быть, всего лишь денег, или мужчин, которые хотят всего лишь секса. И скажите, что я не права. Я согласна тут с вами. Буквально Действительно, несколько слов. приходится, да, отсеивать порой. Ну, некоторые женщины к нам приходят, когда обычно так, некоторые напрямую заявляют, что Да. чего хотят. Мы прощаемся с такими девушками. С некоторыми можно это заметить на протяжении свиданий. Как свидание проходит, после каждого свидания мы фидбэк собираем от мужчин и от женщин, и в письменном виде, и в устном. И если что-то пошло не так, рассматриваем ситуацию подробнее, и тогда вот И отсеиваем. решаем эти вопросы. Да, но для мужчин услуги платные, и они, наши услуги стоят гораздо дороже, Естественно, чем да. просто Кто бы сомневался, что пойти для в мужчин ночной эти клуб. будут услуги Да. платными. Но вы знаете, какая услуга у нас сегодня бесплатная в студии? Поздравить всех с праздником влюбленных. Мы даем эту возможность. Поздравляю девушек, мужчин с этим прекрасным днем. Желаю, чтобы каждый обрел свою половинку, нашел ее в этом году, если у кого-то нет. А у кого есть, чтобы отношения расцветали, процветали. И тем, кто хочет, много-много маленьких, милых, красивых детишек. Вот так вот. Хорошо. Спасибо вам большое, Елена. С вами Спасибо было вам очень приятно большое. пообщаться.